Друзья мои, когда мы начинаем заниматься магией, то для нас исчезают запретные темы. Мы обязаны, должны заниматься всем тем, что входит в понятие магия. И наказывать, и поощрять, и соединять. Конечно, только если мы этого желаем. Вот это бесполезное ханжество насчет того, что мы только добро должны творить или зло. Чрезмерное добро тоже есть зло, если хотите знать. Если мы будем делать добро людям, которые этого не заслуживают, если мы будем делать добро, отбирая у кого-то и отдавая более жирному и богатому, мы такие добрые, пусть он еще больше разбогатеет. Смешно, правда? Так что добро и зло – это понятие абстрактное, у каждого свое. Есть один аспект магии, называется приворот. Привлечение мужчины к женщине или наоборот. Правда, чаще женщина обращается с этим. Хочу сказать, что вообще практики, если они настоящие практики, они не делают акцент на привороте и прочем. Я уже рассказывала, говорила, что если сайт раскручивает по теме приворот за 2 дня, за 5 минут и так далее, этот сайт уже несерьезный, этот человек несерьезный. Мы не очень любим делать привороты, поскольку приворот иногда ложится, иногда нет. Мы это заранее говорим человеку, чтобы он знал. Но со временем ты начинаешь понимать, что, конечно, они уже получаются все. Но иногда человек на полпути передумывает, хочет что-то другое. Нам приходится начинать заново, что-то иное. Вот именно поэтому мы не очень любим браться за привороты. Но если уж беремся, значит делаем. В данный момент я буду делать на молодых людей, но я не буду показывать вам их лица. И имена тоже не буду называть, если только женщины. А может, и вовсе не назову ничье имя. Но откуда вот этот заговор и этот ритуал, я вам сейчас скажу. Дело в том, что в 15 лет я очень крепко и сильно влюбилась. Очень сильно мучилась, тосковала, переживала. И однажды ночью мне вот эти слова пришли во сне. Они пришли на армянском языке. Естественно, я делала на армянском языке, потом я перевела на русский язык. Вот ни с того ни с сего они пришли просто-напросто, вот этот весь заговор. Я встала, переписала их и начала просто читать лихорадочно. Я не помню, сколько раз, может, раз 20 я это читала. В данный момент я читаю от 3 до 6 раз. И человек начал за мной просто бегать, как зомбированный. Иногда я проходила по улице, он всех оставлял и просто шел за мной, что-то хотел спрашивать. Он уже сам не помнил, зачем он подошел. Но такое было до того момента, пока мне не наскучило это все. Мы вообще, видимо, такие создания. Мы хотим чего-то сразу, а потом чего-то уже не хотим. Со временем я улучшила этот ритуал, добавила сюда воронье перо, которое усиливает это все дело. И сейчас я проведу. Те, которые любят заниматься приворотом, которым это нравится, можете взять, провести очень сильный, кстати. И еще раз предупреждает вас Минздрав, что занятие магией для непосвященных и непросвещенных опасно для вашей жизни. Поэтому вот этот ритуал могут делать только те, кому разрешено делать. Остальные могут за это очень сильно заплатить. Оно получится. Но потом просто будет очень плохо. Если вы не хотите платить жизнью родных и близких, то не трогайте эту силу. Итак, если вы проводите для себя, ложите фотографии, либо вещь, либо просто держите в голове образ мужчины или женщины и читайте это столько раз, сколько вам нравится. 6, 13, либо 3. Если вы проводите для людей,
то вы ложите рядом две фотографии. Воронье перо. А воронье перо очень легко достать. Идите на кладбище, там их полно. Можно и без этого обойтись, но с этим очень сильно. И начинаем. Вороном лечу, волком бегу, совой полуночной стремлюсь во тьму, филином кричу и духов кличу. О духи черные, о духи древние, кружитесь, 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 вихрем кружите. Мои слова на вороньих крыльях летите через черные леса и горы, сквозь болота и низины. Вихри черные, духи черные, найдите мужчину, приведите его к суженой его. Волком обернусь, дух мой следом, за ним отправлю, вороном обернусь, волком завою, вихрем закручусь, его к суженой приведу. Стражи мои, слушайте и исполните. Дух ворона, мои слова на землю не кидай, в глубины не теряй, куда отправлено, туда донеси, исполни, заклято, заклято, заклято. Вороном лечу, волком бегу, совой полуночной стремлюсь во тьму, филином кричу и духов кличу. У духи черные, у духи древние, кружитесь, 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 вихрем кружите мои слова, на вороньих крыльях летите через черные леса и горы, сквозь болота и низины. Вихри черные, духи черные, найдите мужчину, приведите его к этой женщине, гоните его. Волком обернусь, дух свой следом за ним отправлю, вороном обернусь, волком завою, вихрем закручусь, его верну, приведу к суженой его. Стражи мои, слушайте, исполните. Дух ворона, мои слова на землю не кидай, в глыбы не теряй. Куда отправила, туда донеси, исполни. Заклято, заклято, заклято. Вороном лечу, волком бегу, совой полуночной стремлюсь во тьму, филином кричу и духов кличу. У духи черные, у духи древние, кружитесь, кружитесь, кружитесь. Вихрем кружите мои слова. На вороньих крыльях летите через черные леса и горы, сквозь болота и низины. Вихри черные, духи черные, найдите мужчину, приведите его к этой женщине, гоните его к ней. Волком обернусь, дух мой следом за ним отправлю, вороном обернусь, волком завою, вихрем закручусь, его приведу к суженой его. Стражи мои, слушайте и исполните. Дух ворона, мои слова на землю не кидай, в глыбах не теряй, куда отправила, туда донеси, исполни. Заклято, заклято, заклято. Потом берем перо, открываем окно, либо форточку, кидаем и говорим: улетай и исполни, да будет так. Закрыли. Что мною сказано темными духами по их приказанию и желанию, да будет исполнено. Соединяю этого мужчину с этой женщиной, никуда ему от нее не деться. Заклято, заклято, заклято. Заговор очень сильный. Ритуал тоже. Будьте осторожны. Всего доброго, спокойной ночи.